Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. Что спешит вашу жизнь? Или, может быть, вы кому-то спешите, такое тоже могу предположить. Или в целом, что, может быть, пытается войти в вашу жизнь, и вам нужно рассмотреть, увидеть, обратить внимание как минимум. Или что вы сумеете решить, какой вопрос может быть, завершится окончательно. Одним словом, давайте узнаем. И у нас сегодня две колоды карт по традиции. Первая колода – это карты Ленорман. Мы достанем 4 карты, не предвосхищаем события, не задаем вопросов, просто позволяем картам раскрыть нам цепочку последовательности тех обстоятельств, с которыми вы можете столкнуться или в которых вы можете оказаться, мои дорогие овны. Итак, 4 карты. Что спешит в вашу жизнь? С чем это может быть связано? Ну или вы, может быть, что сумеете решить, или какие вопросы будут на повестке этих 10 дней? Чем активно будете заниматься? И на второй колоде мы достанем карту неожиданности, внезапности, сюрпризы, пусть это будут приятные. А вторую карту мы достанем, что исполнится или в чем ваша сила. По основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес, у кого-то это учеба, у кого-то оформление документов. Все то, что относится к делам. Энергия денег, финансы и личная жизнь. Достанем карту «Совет» и откроем ее в самом конце. Кто-то может сесть буквально за парту или заниматься учебой, изучение. Это может быть и на курсах, онлайн, самые разные изучения. По карте книга есть всегда какая-то тайна. Вы хотите с чем-то разобраться. И значит, для кого-то это будет означать найти нужную информацию, может быть, даже по части интернет. И курсы, кстати, через интернет у кого-то могут проигрываться. Или вы хотите более такой глобальный вопрос решить. Для кого-то это может быть как я, допустим, слаб в юриспруденции, и тогда вы надумаете обратиться к юристу, адвокату для того, чтобы прояснить, как правильно действовать. Есть какая-то тайна или есть по аркану книга то, что мы изучаем, чему мы должны именно пристальное внимание уделить. Где-то карта говорит, ты, Овен, не спеши. Здесь какой-то вопрос нужно продумать или разобрать, может быть, на мелкие пункты, и по пунктам что-то детализировать. Давайте откроем вторую карту. У вас есть друг или надежный человек, по крайней мере, может быть встреча с таковым, или какие-то общие темы, как ключевые партнеры, кому вы доверяете. Безусловно, по этой карте идет еще и как помощь какого-то лица. Может быть, эти две карты взаимосвязаны. Вы с кем-то держите совет или обращаетесь к кому-то, в высокие инстанции, например. По аркану книга это тоже может быть. Мы прояснить хотим вопрос. Но здесь есть единомышленник, как минимум, и есть помощь. Для кого-то это проиграется в личной жизни, надежный друг или подруга, кому вы можете доверить свои переживания и свои победы, кто за вас может где-то и вас успокоить, когда что-то идет со знаком минус, и искренне порадоваться. Пожалуй, вот это очень важный момент, потому что охоть-ахать умеют все, ну или изображать это. А только надежные люди могут искренне радоваться нашим победам. Вот такой человек у вас в вашем окружении. Пусть это будет один кто-то, мои дорогие овны. Но в наше сложное турбулентное время это уже достаточно. Поэтому можно быть уверенным. Мне нравится эта карта «Письмо». И она действительно раскрывает то, что либо вы ждете информацию, либо вы изучаете, опять же, что-то, проясняете какой-то вопрос. Кто-то хочет получить документы, но мне нравится эта карта, повторюсь, тем, что это как окно в будущее. Овен уже не оглядывается назад. Вы идете вперед, и это аллегорически, конечно, но есть то, что для вас служит прогрессом. Словно вы чувствуете вот эту нить, грань, за которой находится ваша мечта. Или вы можете осуществить какое-то дело. Но есть какие-то детали, с учетом карты, опять же, книга, которую вы должны изучить или детализировать, или постепенное решение вопроса.
Вы можете заниматься в эти 10 дней, допустим, чтобы получить какой-то важный документ или бумагу. Но вы можете и получить в эти 10 дней. Есть какой-то прогресс все равно. И по этой карте нам говорят о том еще, что это как преддверие денег. Вот иногда в этой колоде Ленорман здесь нет вообще карты денег. И когда выпадает письмо, как конверт, бумага, это то, чем вы занимаетесь, подразумевает либо финансовый какой-то вопрос, или то, что, к примеру, это работа, каким образом приходят деньги. Или вы изучаете, дополняете себе сведения по части финансовая грамотность. Но это для вас сыграет в плюс. То есть мы что-то, чем-то занимаемся, что-либо изучаем, может быть, и оформляем, а в последующем это будет означать еще и какой-то финансовый прогресс или успех. Поэтому будем говорить, здесь, конечно, мы все разные. У кого-то проиграется получение письма, это вы ждете, может быть, важного звонка или звонка от вашего любимого человека. Кто-то находится на расстоянии, потому что тоже проигрывается. Но вообще добрые вести, мои дорогие овны, спешат в вашу жизнь, это точно. Ну, шикарно, якорь. Действительно, никуда не торопитесь. Помните, что в эти 10 дней время работает на вас. И не поспешили, кто знает, может быть, и без вас какой-то вопрос решился. Или обстоятельства дела добавляются, и для вас добавляются какие-то бонусы. Или, ну, у нас в нашей жизни могут и, к примеру, подзаконные акты выходить. И обратитесь в один день, будет одно состояние дел, обратитесь через неделю, кто знает, как-то более лояльные энергии могут оказаться. Вот этот тонкий нюанс примите к сведению. Правда, себя не тормошите, не бегите впереди паровоза. У вас все стабильно. Я понимаю, понятие стабильное у каждого по-разному. Но здесь нет, вот знаете, как все идет своим чередом. И даже если мы будем словно кого-то толкать в спину или себя пришпоривать, это не принесет эффекта. Когда выпадает аркан якорь, это стабильность, это хорошо. Но некоторые из вас, вы люди очень активные, словно вот эти энергии, да мне надоело это спокойствие, вы можете сказать. Мне уже хочется какого-то драйва. А тем не менее, энергии этих 10 дней, они несколько иные. Поэтому и вы себя где-то успокойте или займитесь тем, что как раз и требует либо вашего изучения, или каких-то нюансов. Отшлифуйте какой-то навык или найдите недостающую информацию. Или на будущее загляните, что бы вы хотели совершить, или какой бы вы проект хотели в реальной жизни создать. И здесь будет очень благоприятное время для того, чтобы как и найти недостающую информацию, так и буквально приступить, может быть, к каким-то краткосрочным курсам. Давайте узнаем неожиданности. Ну, правда, деньги, рачительность, кстати, в этой колоде. Карта говорит о том, что мы можем получить деньги. Или мы ожидаем таковых. По этой карте еще нам говорят о том, что работай, у тебя все получится. Но, тем не менее, если деньги задерживались, они к вам придут, мои дорогие овны. Но от вас потребуется, знаете, как все же внимание к финансовым вопросам, в неожиданностях. Вы можете, кстати, согласовать по части, допустим, вашего жалования, если вы работаете по найму, или взять дополнительную работу. Вот это проиграется. Или вы будете изучать, каким образом я могу работать на дому, каким образом я могу, ну, как добавить себе дополнительный доход. И для меня это будет очень даже весомый такой вклад в мое финансовое состояние. Для кого-то из вас эта карта будет говорить еще и о том, что вы должны что-то продолжать. Здесь нет самой по себе неожиданности. И если я сказала деньги, то, скорее всего, это те деньги, которые вы уже заработали, которые могли задерживаться. И правда для кого-то проиграется. Те деньги, которые где-то застряли, они придут в эти 10 дней. Но всегда эта карта еще и говорит о прогрессе по работе. Поэтому здесь что-то просчитывать, детализировать прекрасное время. Кто знает, может быть, неожиданность, а какой-то инсайт вас осенит. Вот знаете, бывает такое, как долгое время думал, ну каким образом я могу себе создать дополнительный доход. Или я
имею профессию, но я на сегодняшний день нахожусь в таких условиях, что я вынужден продолжать ту работу, которая у меня сейчас есть. И я не могу остаться без работы. Но тогда в эти 10 дней прекрасный будет период для того, чтобы найти новую работу или рассмотреть дополнительный доход. Каким образом можно это осуществить? Значит, где-то судьба для вас складывает очень удачный фарватер, чтобы или состоялись какие-то переговоры по части, допустим, с вашим руководством о либо большей работе или объеме работы и, соответственно, жаловании, или для себя самого рассмотреть дополнительный доход. В чем ваша сила, в чем ваш успех или что у вас получится осуществить? Правда, по деньгам получится. Вот, наверное, этот период, как и изучение чего-либо, тут у каждого будет разные вопросы. У кого-то ожидание денег, потому что, может быть, какая-то важная сделка прошла. Все же меня смотрят разные люди. И у кого-то эта сделка может касаться даже недвижимости. И вы обдумываете, как же я могу в конечном итоге и купить, и продать. Значит, тут тоже какая-то палитра для вас более ясная будет в эти 10 дней. Но для кого-то действительно по заработкам, как с нуля. Или для дополнительного дохода прекрасное время, чтобы определиться с чем-то. Вам что-то становится ясно, если мы спрашиваем, что спешит вашу жизнь. Правда, тут какая-то тайна или вот то, что касается денег, вашего творчества, вашей работы, здесь может проясниться. Здесь могут вам что-то и предложить, но карта говорит, все твои неожиданности приходят от твоей где-то активности. И активность это не отнюдь то, что мы, прямо педалируем со всей скоростью. Нет, если разговоры, значит, в каком-то более дипломатичном формате надо подумать, как построить этот разговор, к примеру, с руководителем, или для себя самого дать вот это время, пространство определиться, с чем вы хотите заниматься. Или вам буквально может что-то как человек предложить. Или вы найдете способ, опять же, дополнительного заработка. Именно по тузу жезлов часто и проходят деньги, опять же, или наша занятость. И это творческий инсайт. Или инсайт, назовем это творческий, но в конечном итоге он все равно как-то в сторону финансового благополучия сворачивает. Поэтому вы сможете решить какую-то, как тему злободневную. Или решить важный вопрос. Или, по крайней мере, будете знать, как вам действовать дальше. По сути дела, это преддверие победы. Туз. Это и есть желание, возможности и, по сути, это первые уже где-то действия в этом направлении. Дела, работа, бизнес. Что тут добавить? Аркан сила. Эти 10 дней действительно продуктивные. Как и со всеми договориться. Я говорила о дипломатии, обратите внимание, по аркану сила как раз и проходит. С одной стороны, это наша внутренняя сила и умение договариваться. Всегда на аркане есть сила, или в большинстве колод изображен лев. Лев – прообраз нашего эго. И оно может периодически рваться наружу. Кому-то может не нравиться то, что слишком спокойно, я такое тоже могу допустить. Но, видимо, этот период, он благоприятен именно в таких энергиях. И карта сила вам советует держать свои эмоции на коротком поводке. От вас, когда вы какие-то важные разговоры, переговоры проводите, для того, чтобы больше было согласованности. Или, мои дорогие овны, вы получили тот результат, который вы хотите. Буквально нужно работать над отношениями. И где-то себя, может быть, сдерживать или детализировать ваш предстоящий разговор, если этот разговор планируется с ключевой персоной. И неважно, чего касается. У кого-то это будет чиновник, вы хотите подписать важную бумагу, или по части работы, денег, вы хотите говорить с руководством. Поэтому тут нужно продумать, каким образом подать информацию или каким образом заявить о своих намерениях или попросту попросить. Здесь дипломатия будет вам помогать. Почему? Лев подчиняется нашей девушке, потому что не чувствует агрессии. Поэтому и для вас вот то лицо, с кем вы будете вести разговоры или с кем вы будете договариваться, оно не должно чувствовать вашей очень сильной заинтересованности или того, что вы горите буквально каким-то проектом. Все это должно, знаете, в какой-то спокойной палитре проходить, когда или руководитель, или вот тот оппонент, с кем вы говорите, разговариваете, он не должен считывать с вас, что вы словно открытая книга.
или что вам можно предложить что-то, ну, как худший вариант. А когда вы более спокойно относитесь, когда вы умеете выдерживать паузу в разговоре, тогда руководитель или вот это самое ключевое фигура, лицо начинает продумывать, а что же вам предложить, от чего вы можете отказаться, а с чем вы согласитесь. То есть вот некоторая пауза вам тоже может помогать. Я не имею в виду пауза, когда мы все прекратили чем-то заниматься и ничего не делаем. Нет, имеется в виду пауза какая-то секундная. Я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. Умение построить диалог вам буквально помогает. И тогда для вас нет ничего невозможного. Вот эта сила должна быть применена очень грамотно. И где-то отношения у вас могут проиграться и по части личной жизни, или какие-то важные бумаги, соглашения. Может быть, вы тоже собираетесь оформить со своим или любимым человеком, или это по части семьи. У вас идут тоже какие-то оформления. Тогда, опять же, вот эта энергия вам помогает. Может быть, кто-то, зная ваш характер, и будет стараться вас даже вывести на эмоции. Поэтому сохраняйте спокойствие. Давайте мы узнаем, что же по финансам, хотя нам все сказали. Ну вот все то, что я сказала, мои дорогие овны, эти 10 дней. Какой-то ключевой период. И пусть вы эту бумагу, к примеру, в эти 10 дней не получите. Или эти деньги вот прямо в эти 10 дней вам никто в руки не даст. Хотя с учетом всех выпавших карт дадут. Вот я так могу предположить. Но все же, мы все разные, будем реалистами. Я всегда об этом говорю. Так вот, по карте Солнца тут действительно какой-то вопрос вы можете решить очень положительно. Ну, а для тех, кто человек творческий, когда вы ждете гонорар, то есть это большая сумма за вашу проделанную работу, скорее всего, она приходит. Или она уже на подходе, аркан Солнца. Но всегда это еще выбор правильного направления. У вас два старших аркана, мои дорогие. И тут действительно работа у тебя все получится. Последующие 6-8 месяцев нужно будет уделить пристальное внимание вашим заработкам или вашему творчеству, вашему бизнесу, потому что какой-то прогресс, прорыв. Но мы должны не сбавлять темп, понимаете? При этом оставаться совершенно спокойными вот в этих энергиях, совместить где-то солнце, удачу, где-то это тоже присутствует, или благоприятный период вот с теми энергиями, которые я рассказывала по карте сила. Давайте откроем, что же на личную жизнь, Верховная Жрица. Для кого-то из вас по Верховной Жрице это всегда карта тайны, это карта интуиции. Эта тайна может быть ваша, кстати, это когда вы что-то изучаете. И для кого-то из вас это, знаете, ваш проект, он на первом месте. Вот правда, тут не совсем про личную жизнь. Значит, даже кто человек семейный, или есть у вас и партнер, может быть, есть и дети, но есть какая-то более высшая идея, как высший смысл. Или ваша задумка осуществить какой-то проект, и вы будете этим заниматься. Кто-то будет пытаться совместить и личную жизнь, какие-то бытовые вопросы, и ваше творчество, или вашу работу, или тот проект, которым вам захочется заниматься. Но карта будет говорить о том, что где-то ты рутину оставляй, потому что для тебя будет благоприятное время именно что-то изучить. И, может быть, карта и говорит, оставь или перепоручи кому-то мелкие дела, потому что, опять же, третий старший аркан. Здесь нужно что-то прояснять. Или для вас, может быть, для кого-то, по крайней мере, если есть любовный треугольник, иногда аркан Верховной Жрицы говорит о том человеке, о котором вы никому не рассказываете, но очень много думаете. И кто знает, это может совпасть с тем, что вы как раз хотите навести порядок в своей жизни, чтобы вы зададите себе вопрос, по крайней мере, с кем я хочу быть. И вы, скорее всего, ответите. Ваша душа уже точно знает, какую траекторию личной жизни построить, чего она хочет. И тогда по аркану Верховная Жрица вы будете изучать буквально, как вам разобраться, может быть, с теми отношениями, которые уже де-факто закончились, но еще длятся до юры. Каким образом вам поступить? Тогда кто-то из вас будет охранять свою любовь по этому аркану и никому не рассказывать. И такое я тоже могу предположить. Вам буквально молчание помогает, но и где-то время. Вот этот нюанс уже дополняется. Я говорила пауза. Держите где-то даже эту паузу. Но и еще и не рассказывайте о себе много.
Будьте закрытой книгой или будьте тайной, мои дорогие овны, чтобы никто не мог считать по вашим глазам, по вашему лицу, может быть, что же вы на самом деле хотите. Будьте как маг. Вот по его лицу никогда не поймешь, нравится ему это или нет. И когда мы идем на переговоры, тут тоже всегда, знаете, быть загадкой или некоторой тайной для окружающих– это себе добавить бонусов. Потому что, когда мы ведем важные переговоры, всегда человек пытается нас словно прочувствовать. Чего же мы в конечном итоге хотим или на что мы согласимся. Вот вам помогает, когда с вашего лица, ну, как будто мимики никакой не исходит, по вас ничего не разберешь. Вы сами по себе. Закрытая книга, которую нужно изучить. Или какая-то тайна, или высший смысл, который словно вы знаете. И просто, ну, на ощупь ищите нужный фарватер, как поступить. Вот такая подсказка, которая вам, возможно, пригодится. Давайте совет. Королева Пентаклей. Ну, у кого-то это может быть конкретный человек, может быть и рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Но вообще это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. И я бы сказала, мои дорогие, кто рожден в апреле, уделите особое внимание тому, что у вас сейчас продуктивный период. Не случайно. Есть у нас тельцы, да, апрель месяц. Именно эта колода, она иногда раскрывает, ну, еще и переходный где-то период по дате рождения. И у кого-то это может проиграться, как если вы рождены в апреле, может быть, это третья декада как раз вашего знака зодиака, у вас очень продуктивное время. Ваши планы практически все. Главное продумать, детализировать, как я уже говорила. Но у вас все может сбыться на 100%. Да, для этого придется работать. Потому что, почему я так точнее сказала? Королева Пентакли, вроде бы телец, да? Но есть тельцы именно первой декады, а есть овны третьей декады. И у нас не случайно архар. И как раз вот эта третья декада Овна проигрывается, как у вас сейчас, максимально благоприятный период, как и на ваше свершение, как и на ваше творчество, как и на ваш бизнес, так и для решения каких-то документальных вопросов или определиться по части дополнительной работы, финансовой грамотности, одним словом, все то, что вы задумали. Но здесь потребуется действительно работать над проектом, но как раз вы люди достаточно активные, ну, может быть, себя где-то сдерживать, и значение работы у тебя все получится. Это относится абсолютно ко всем овнам. Есть по этой карте, как я уже говорила, помощь человека или того человека, который прочно стоит на земле. Это не обязательно будет финансовая помощь, может быть, дельный совет. Но и, в принципе, карта говорит, не торопись. Вам помогают такие энергии неспешные, когда вы четко знаете, для чего вы заняты конкретным делом или куда вы тратите время. Здесь не должно быть потрачено впустую. Для кого-то из вас это вопросы семьи, брака, вашей личной жизни, отношений, когда вы тоже можете что-то или совершить, согласовать, с кем-то договориться, или вопросы дома, недвижимости. Здесь тоже могут проходить. Вам стоит только захотеть, потом составить тезис-план и по пунктам идти по этому плану. При этом, безусловно, быть готовым к тому, чтобы корректировать эти планы, потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.